Приветствую всех на своем канале. Эксперимент с инбридингом продолжается. Вот самка, выведенная путем инбридинга, 19 числа принесла мне крольчат. Покрывал я ее в год. У меня спрашивали, не поздно ли покрывать данную породу в год. Ну, как видите, не поздно. Самка покрылась с одной садки и принесла мне крольчат. Крольчата в количестве 5 штук, вон они маленькие, развиваются они достаточно неплохо, здоровенькие, никаких изъянов у них нет, активные. Что касается самки, класс молочности ей можно дать средний. Ну, хотелось бы, конечно, намного лучше, но мы имеем то, что мы имеем. Но это можно списать на то, что самка первокролка. И я надеюсь, что... Ты куда? Иди. И я надеюсь, что следующие окролы, молочность у нее будет гораздо лучше. Покрывал я ее, ну, что хочу сказать. По крольчатам я не рассчитываю на какие-то грандиозные привесы. Почему? Потому что я ее покрыл не тем самцом, каким хотел покрыть на самом деле. То есть произошла вот такая вот ошибочка. Хотел покрыть одним самцом, покрыл совсем другим. А покрыл, ну, не совсем весовым таким самцом. Вот, и поэтому я не особо рассчитываю на какие-то грандиозные веса. Но, опять же, как говорится, посмотрим. Может быть, что-то из них и такое замечательное получится. Это что касается, ну, будем наблюдать. В общем, буду держать вас в курсе по поводу своего эксперимента. На данном этапе все пока все идет хорошо. Естественно, покрывал я ее самцом не имбридинговым, а самцом, который к ней не имеет никакого абсолютно отношения, потому что было бы глупо покрывать имбридинговым самцом делать, да, ну это просто глупо. В общем, будем наблюдать, буду держать вас в курсе. Ну, а теперь к хорошим и плохим новостям. Из хороших новостей у меня новое приобретение. Это французский баран в окрасе черный отор. Недавно мною приобретенный у Владимира с Иркутска. Владимир, вам привет. Я знаю, вы посмотрите это видео, поэтому вам огромнейший привет и большое спасибо за клепу. Что самое интересное, самое смешное, эта линия, эти оторы, это моя линия старая, которую в свое время Владимир покупал у меня. И потом через какое-то поколение я купил у Владимира свои же крови. Но они мне нужны для эксперимента. Хочу провести некий эксперимент с данным окрасом. Ты какая хорошенькая, ласковая девочка. Девочка молодая, я около 3 месяцев. Осенью я думаю ее запускать и поэкспериментировать. Также буду держать вас в курсе своих экспериментов. Посмотрим, посмотрим, что получится. Что касается еще плохих новостей. Мама данной самки имбридинговой, она погибла. Ну, что значит погибла? То есть я сам загубил данную самку. То есть самка была покрыта, что мама, вернее, что доча, что мама в один день. Окролились они также в один день, 19 числа. Но вот эта инбридинговая самочка, она сидела в помещении, а ее мама, она сидела на улице на 3-м ярусе. В это время у нас очень сильно похолодало. Были очень сильные ветра, холодные ветра, и самка, сидевшая на 3-м ярусе, по моей вине я не заметил, что я оставил щель между крышей и боковой стенкой. И вот в это вот отверстие, вот в эту щель сантиметров 30 она задувала прям прямым вот этим сквозняком прям на клетку вот мамы вот этой имбридинговой девочки. И буквально за дней 7 или 8 у нее появились сопли. Ну, каждый день, да, вот такие вот ветра. И ей много не надо было, да, 7-8 дней таких ветров вышел у ней мастит. Такой достаточно, ну так скажем, запущенный, да, но кто хоть раз сталкивался с маститом, да, тот знает, о чем я говорю. Такой грубый, большой мастит, плюс вылезли сопли. Ну, в общем, мне пришлось ее брать. Жалко, конечно, данную самку, но ничего не поделаешь. Сопли я не лечу, ну и мастит, в принципе, я думаю, там был без вариантов. Вот так вот собственными руками я загубил хорошую самку. Мамка была хорошая, всегда приносила по многу, очень сильно молочная была, прям чересчур молочная. Ну и очень хорошая мамка. Что еще
еще из плохих новостей. Кто смотрел мое видео про кролика, который черный немецкий пестрый великан в однотонном окрасе, черный, который я в свое время купил, и он у меня в итоге не вырос. Ну, вырасти-то он вырос до 4,5, 4 800 он был. Я его убрал. Ну, соответственно, не было смысла дальше его пускать в разведение, да. Ну, вот, и что вы думаете? Я его убрал, я его вскрыл, и что я там обнаружил? Возле мочевого пузыря находился еще один мешочек, вот мочевой пузырь, и рядом с мочевым пузырем был еще один мешочек, а внутри него было похоже на субстанция такая, как герметик, как желеобразное такое. Я не знаю, что это такое. Я видел такое в первый раз. Вот сколько бы я не убирал там самцов, а это был самец, да, кто помнит, такого вообще никогда не видел. Я когда посмотрел, что это такое, ну вот мочевой, а рядом с ним вот такой мешочек. Ну, не знаю, что это было. Могу предположить, опять же, это мое предположение, что может быть именно из-за этого, что это какой-то, может быть, дефект, может быть, врожденное какое-то заболевание. Ну, я не знаю, что это такое. И, возможно, из-за этого кролик просто не развивался и был вот такой мелкий, да, не знаю. Кто сталкивался, напишите свое мнение в комментариях, что это может быть, да, что это за дополнительный мешок, внутри которого находится как желеобразная какая-то субстанция желеобразная. Я не знаю, я такого ни разу не видел. Ну вот, друзья, в принципе-то и все. Как бы новостей больше нет, буду держать вас в курсе по поводу своего продолжения эксперимента с бридингом. Буду также вам рассказывать о хороших и плохих новостях из своего хозяйства. На этом все, друзья. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк моим видео. Всем здоровья, всем пока-пока.